Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина. Сегодня я подготовила для вас мастер-класс. Будем с вами вязать очень простой легкий узор, который состоит всего лишь из 2 рядов. Вяжется очень просто, быстро, легко запоминается, и вам даже не потребуется схема вязания. Вот этим узором связано кимоно. Это может быть и летний вариант, и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу по составу вы выберете. Давайте рассмотрим кимоно со всех сторон. В описании под этим видео я вам оставлю ссылку на мой второй канал и также ссылку на статью, где я подробно все пропишу, как вяжется данная модель кимоно кардигана. Кимоно связано вот таким вот очень интересным, простым узором. Раппорт узора всего лишь 2 ряда. Вяжется быстро, легко, просто. Подойдет пряжа абсолютно любая по составу. Вяжите образцы, выбирайте пряжу, которая вам понравилась, и приступайте к вязанию кардигана кимоно. Так смотрится узор с лицевой стороны и с изнаночной. Он в меру ажурный, не сильно ажурный. Такие вот вертикальные дорожки, которые зрительно будут уменьшать ваш силуэт, стройнить. Мне кажется, этот узор идеален для вязания вот таких вот плечевых вещей, как жилет, кардиган, жакет. Можно связать майку, топ, все, что пожелаете. А мы с вами приступаем к вязанию легких нам петелек. Образец узора вяжу из пряжи шелковистая, элитная серия от Пехорки. Состав: 80% шерсть меринос, 20% вискоза. На этикетке написано, что это шелк искусственный. 225 метров в 100 граммах. Спицы для вязания, размер спиц 3,5. На съемной леске из набора Knit Pro здесь 8 пар спиц и также вот эти тросики разной длины. Ссылки на пряжу и набор спиц оставила в описании под этим видео. Вы можете пройти по ссылкам, посмотреть цены и заказать. Раппорт узора 8 петель, 2 ряда. Для образца я набрала 28 петель. Количество петель должно быть кратное 8. При вязании по кругу, а если вы будете вязать прямыми и обратными рядами, тогда добавляете еще 2 дополнительных петли для симметрии узора и плюс 2 кромочных. Первый ряд я связала все петли изнаночные, это установочный ряд. Вяжем первый ряд первого раппорта. Кромочную снимаю, не провязывая. 2 изнаночных. 1, 2. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночных. 1, 2. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли я развернула. Накид. Связали первый раппорт. Вяжем второй раппорт. Начинается раппорт у нас с 2 изнаночных. 1, 2. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночных. 1, 2. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли при этом я разворачиваю. Накид. Связали второй раппорт. Следующий раппорт начинается с 2 изнаночных. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночных. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли развернула.
Заканчивается у нас раппорт накидом. Все. Так как мы вяжем с вами прямыми и обратными рядами, я провязываю 2 петли изнаночными для симметрии узора и кромочную провязала изнаночной. Вяжем четный ряд. Второй. Кромочную снимаю, над лицевыми петлями вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные, накиды провязываем изнаночными. Вяжем 2 лицевых, накид изнаночный, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, накид провязываем изнаночный, 2 лицевых, накид изнаночный, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, накид изнаночный, 2 лицевых, провязываю за задние стенки лицевые, накид изнаночный, 1 изнаночная, 2 лицевых за задние стенки, 1 изнаночная, накид изнаночная, и в конце ряда у нас 2 лицевых за задние стенки, кромочную провяжу лицевой. Мы связали с вами один раппорт узора. Раппорт узора состоит из первого и второго рядов. Далее, для того, чтобы продолжить вязать узор, вы можете перемотать видео на начало вязания первого ряда и вяжете вместе со мной, повторяя первый и второй ряд. Давайте свяжем третий ряд. Я буду его вязать как первый. Свяжем вместе. Кромочную сняла, не провязывая. Далее 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой. Я разворачиваю петли с наклоном вправо, накид. Связали первый раппорт. Приступаем к вязанию второго. Раппорт начинается с 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, это у нас получается с наклоном влево, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, при этом петли я разворачиваю, чтобы они красиво смотрелись в узоре, вот так вот. Накид. Все, закончили вязать второй раппорт, приступаем к вязанию следующего. Раппорт начинается с 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, при этом петли я разворачиваю, накид, провязываем 2 петли изнаночными для симметрии узора, кромочную провязываю изнаночной петлей. Все, связали третий ряд. Третий ряд это первый ряд второго раппорта, и вязали мы его точно так же, как первый. Далее вы можете продолжить вязать узор, повторяя со второго по третий ряд включительно. Я буду вязать за кадром и покажу вам, что у меня в итоге получилось. Связала я образец узора. Посмотрите, что у меня получилось. Давайте рассмотрим узор со всех сторон. Вот такой вот он красивый, смотрится интересно. Это лицевая сторона и изнаночная сторона. Надеюсь, у всех у вас получилось его связать. А я с вами не прощаюсь. Встретимся с вами завтра на очередном мастер-классе. С вами была Елена Ирмина. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.